Вечер добрый. У камина крупно стрел World of Warcraft ВТЛК. Давно назрел вопрос обсудить макросы. И сегодня я хочу рассказать о видах макросов, о их пользе и поделюсь с вами своими макросами, которые служат мне верой и правдой долгие годы. Что такое макрос? Макрос — это программный алгоритм действий, созданный игроком. То есть, говоря более понятным языком, это команда, призванная оптимизировать, ускорить какой-то аспект игры. Судя по всевозможным статьям и гайдам, по тому хаосу, что можно там вычитать, это довольно неочевидная задача для многих игроков и авторов. Макрос по своему принципу, по сути, для чего он был создан, должен в один клик, то есть в максимально короткий промежуток времени, уложить максимальное число действий. Именно одним нажатием. Такой макрос считается идеальным. Однако на просторах интернета гораздо чаще можно встретить макросы-дятлы от великих авторов макросоделов. По принципу нажми 10 раз на кнопку и примени 10 разных способностей. Это называется колхозный скрипт. И таким, в кавычках, макросам, как и их авторам, грош цена. Как сделать, как создать макрос? В идеале, конечно, в идеале, было бы хорошо знать какой-то базовый, самый начальный курс программирования. Понимать, что такое скриптование, понимать, что такое синтаксис, правильность ввода команд, их зависимость друг от друга. И тогда уже, обладая этой информацией, и также загуглив, почитать статьи конкретно о правильности написания макросов в World of Warcraft, все тонкости и нюансы, тогда вы сможете делать действительно сложные, интересные рабочие макросы. Да. Само собой, что не всем такой подход по силам, не всем такой подход удобен, и в таком случае, даже будучи совершенно далеким от темы программирования, в игре реализована возможность создавать макросы для игроков, пусть даже и самые простейшие, просто по нажатию Shift. То есть, какая последовательность действий? Открываем макросы, и с помощью зажатого Shift и кликания левой кнопкой мыши мы можем добавлять, собственно, сам макрос, создавать макрос, из всевозможных заклинаний, аксессуаров, пищи, фласок, других каких-то либо бафов. В идеале, конечно, зачем нужно тут следить, это за тем, чтобы по одному нажатию все это дело применялось. Смотреть, чтобы не было зависимости от ГКД, чтобы ничего палки в колеса не вставляло. Один раз нажал, все, что добавил в макрос, все применилось. Тогда этот макрос считается хорошим. Есть и альтернативный вариант, безусловно, чтобы не мучиться, не изобретать велосипед, ничего не изучать, не создавать, а просто найти уже где-то хорошие, правильные рабочие макросы и просто скачать их или скопировать и перенести на свой аккаунт. На самом деле найти по-настоящему полезный макрос среди всех этих гор нерабочего хлама, колхозных скриптов и запрещенок — это непростая задача. Полезных, правильно написанных и полностью работоспособных макросов не так-то много. Тема макросов довольно обширная, и чтобы не заблудиться, стоит разделить для себя макросы на некие категории. Две основные категории — это универсальные макросы и классовые макросы, которые в свою очередь могут относиться к подклассам PvP или PvE. Пожалуй, самый толстый пласт макросов относится к классовым PvP, но влезать в эту PvP-кабалу сегодня мы не будем, и на это есть веские причины, приведу хотя бы 3. Во-первых, как это не абсурдно, но лучший макрос в PvP — это скрипт, а как мы знаем, практически все скрипты запрещены и относятся к хак-софту, за который выдаются баны. Во-вторых, макросы и те же скрипты в PvP по своей природе абсурдны. Какой смысл PvP-прогрессии, если сама эта прогрессия, по большей части, заслуга автоматизации или робота? Для меня это всегда было таким же бредом, как PvP-шить с щитами. В-третьих, многие из моих подписчиков в курсе, как я отношусь к PvP в WoW. Из-за сырости, из-за скудности PvP-геймплея я не ареню и не БГшу уже, наверное, лет 7. И делать контент на PvP-тему не представляет какого-то интереса. Следовательно, все, чего мы сегодня коснемся, будет преимущественно, но не целиком, относиться именно к PvE макросам. Предлагаю начать с самых основ, самых банальных, наипростейших, но вместе с этим полезных макросов, постепенно повышая сложность и значимость.
И первый на очереди макрос – еда и вода. Наипростейший макрос, позволяющий одним нажатием активировать восстановление и хп, и маны. После команды /use вписываем необходимую еду и питье. И радуемся. Экономим один слот на панели команд и экономим время на общую регенерацию. Удочка Пуха. Второй простейший, но вместе с этим очень удобный макрос, который по нажатию экипирует удочку. По второму нажатию возвращает в руки наше основное оружие. Очень удобно. Не нужно постоянно открывать сумку, рыться, выискивая снасть. Также очень удобно при нападении на нас во время рыбалки. Мгновенно возвращаем пуху в руки и даем обидчику люлей. Ролл. Розыгрыш добычи. Самый простой и вместе с этим самый знаменитый макрос – легендарный ролл. Один из самых шедевральных вариантов распределения добычи в онлайн-играх. Так называемый бросок костей. При нажатии игрок случайным образом генерирует число от 1 до 100, которое и будет являться определяющим в разделе добычи. У кого из нажавших ролл наибольшее число, тот и забирает вещь. Поздравление сагильдейца. Казалось бы, наибанальнейшая вещь, но в малом может быть сокрыто великое. Данный макрос входит в канал чата гильдии и пишет слова поздравления. В дружных гильдиях такие знаки внимания очень важны. Не зря говорят, доброе слово и собаке приятно. А уж когда тебе пишет сагильдеец, поздравляя с очередным достижением, да еще и не просто какой-то ГЦ или ГРАЦ, а красиво, оригинально, с каким-нибудь смайликом пишет тебе «поздравляю», это очень приятно и дорогого стоит. Именно такие приятные мелочи, знаки внимания и забота создают великие гильдии. Перезагрузка. Простой и очень полезный макрос на перезагрузку. Не выходя из игры, перезагружает весь игровой интерфейс, тем самым может избавить от множества багов, таких как, например, визуальные баги пропадания панелей петов, пропадание значков группы, багов отображения окружения и многого другого. Также данный макрос служит как сохранение для настроек. При настройке панели команд, а также при других всевозможных настройках интерфейса, перезагрузка сохраняет изменения. Таким образом, для сохранения настроек вам больше не нужно выходить из игры, и вы застрахованы от сброса изменений при дисконнекте. Рекаунт макросы. На очереди макросы для работы с рекаунтом. Рекаунт аддон нужный и важный, используемый огромным количеством игроков, поэтому макросы для него более чем актуальны. Первый макрос открывает сам аддон. Второй макрос более интересный, он снимает баг с рекаунта. Ни для кого не секрет, что периодически рекаунт может багаться, он перестает считывать данные и ничего не отображает. Несколько нажатий на этот макрос возвращает полную работоспособность рекаунту, без выхода из игры и чистки кэша. Невероятно полезно, особенно в те моменты, когда рекаунт багается в рейде. Обмен эмблем. Макрос, который обменивает эмблемы. По этому вопросу снят отдельный ролик, совершенно свободно можете найти его на моем канале. Если вкратце, то макрос мгновенно обменивает одним нажатием одну эмблему триумфа на одну эмблему героизма. Очень быстро и очень удобно. Имбафарм. Дико полезный макрос на одновременный поиск руды и травы. Подробный разбор по его работе был сделан в ролике по фарму, который так и называется «Фарм. Как фармить больше и удобнее». Также можете найти его на моем канале. Вкратце, это макрос на автоматическую смену поиска. Макрос в двух вариантах – для рыболовов и для тех, у кого нет поиска рыбы. Этот макрос позволяет сделать самого продуктивного персонажа фармера, который будет одновременно видеть и собирать и руду, и траву. На очереди пара графических макросов. Первый на уменьшение графики. Скидывает все возможные значения на минимальный порог, начиная от дальности прорисовки и заканчивая количеством окружающих объектов. Макрос очень полезный во многих ситуациях. Фармером руды и травы он очищает экран от сторонних объектов.
игра сразу же становится броской. Быстрее заметил, быстрее собрал. Также помогает в PvP сконцентрироваться только на сопернике. И конечно же, данный макрос поможет всем игрокам со слабеньким железом. Особенно ощутима его польза в рейдах 25-ках. Понижение графики этим макросом в свое время буквально просто спасало мой старенький ПК от полного зависания в CLK 25. Я советую именно мой вариант макроса на минималку. Он отличается от тех, что есть в интернете. Он более продуктивный, поскольку отключает тени и дает дефолтную подсветку всем персонажам и NPC. Это немаловажно. Можете сами сравнить, поймете, о чем я говорю. Второй макрос, напротив, повышает графику в игре на уровень плюс-плюс, то есть макрос выставляет графику на более высокий параметр, чем это возможно сделать в настройках игры. Обычно я им пользуюсь во время создания роликов, при съемках видео, чтобы планы окружения были более сочные, более красивые и для создания превьюшек. Сам же я, честно сказать, уже долгие годы играю под макросом на минималку. Это банально удобнее и дает ощутимое преимущество в самых разных ситуациях. Следующий макрос — отдаление камеры. Казалось бы, что тут может быть такого? Но макрос поистине особенный, ведь он позволяет отдалить камеру на расстояние более чем в 2 раза дальше, чем это возможно по стандарту. Персонаж становится таким маленьким, как будто это какой-то Stronghold или Command Conquer. Подобное отдаление камеры просто незаменимо в обсидиановом святилище, поскольку ты видишь само появление огненных волн и свободно успеваешь поставить персонажа в безопасное место. Также данное отдаление будет очень полезно для хилов, особенно при игре на БГ. В целом, такое отдаление дает очень хороший контроль на довольно большой площади. В общем, макрос полезный, экспериментируйте. Вариантов для использования огромное количество. Макрос на переключение в окно и в полный экран. Я пользуюсь им очень часто, потому что захватываешь видео и делаешь скриншоты только в полноэкранке, а так в основном игра всегда в окне, чтобы был быстрый доступ к мультимедиа и браузеру. Вспоминая опять же, как начинал играть, макрос этот мне очень помогал. Полный экран жрет меньше ресурсов железа, поэтому раньше на своем слабеньком ПК частенько сворачивал игру, чтобы переключить музыку или чтобы что-то посмотреть на вовхеде, но потом всегда переходил в полноэкранку. В общем, макрос довольно полезный, удобный, думаю, многим игрокам он пригодится. Чистка сумок. Следующий простенький, но при этом незаменимый макрос — чистка сумок. По нажатию происходит мгновенное удаление из всех сумок серых вещей. Данный макрос просто невероятно выручает на фармах подземелий, особенно в тех подземельях, где нельзя вызвать мамонта с продавцами. Трудно описать тот восторг, который дарит этот макрос, и как он облегчает жизнь обычного игрока. Если вы фармите, просто попробуйте. Вы кайфанете, я обещаю. Смена спеков одной кнопкой. И закрывает мой список универсальных макросов довольно интересный экземпляр. Макрос на переспек. При нажатии происходит смена набора талантов. Ну что тут сказать, быстро и удобно. Никаких лишних действий, просто нажал и переспекался. Более того, этот макрос можно усовершенствовать и по желанию вписать туда же функцию смены экипировки. То есть теперь по нажатию будет происходить и смена талантов, и смена комплектов. Все, что вам нужно, это лишь создать комплекты экипировок и вписать их название в макрос. Это будет прям вообще блаженство какао с печеньками. Одно нажатие, и вы полностью другой персонаж, готовый ко всему. Однако стоит отметить, что данный вариант макроса не будет корректно работать у Фурика по понятным причинам. Продолжит список классовые макросы. Мои дорогие подписчики неоднократно интересовались, просили поделиться макросами на охотника, так что вот, ребятушки. Пет-кусь. И открывает мой список макросов по ханту самый нужный и мной самый часто используемый макрос — Пет-кусь. При нажатии Пет устремляется к цели, к таргету, фокусу или цели под курсором, а также по возможности Пет прожимает порыв.
К макросу надо привыкнуть, в том числе из-за его функции натравливать на цель под курсором. Но это очень важная особенность, поскольку позволяет очень быстро сбивать различные тотемы и в общем значительно ускоряет работу по целям. Когда прочувствуешь этот макрос, начинаешь играть как будто в РПГ, то есть параллельно управляешь сразу двумя юнитами, и петом, и хантом. Сам занимаешься одними мобами, пет в это время уже собирает других. Если приловчиться, на самом деле крутая штука. КПД значительно повышается. Я уже, честно сказать, и не представляю игру за ханта или лока без подобного макроса. И да, кстати, для лока это тоже верная тема, как и для фрост-мага. Отпугивание зверья плюс. Следующий макрос на отпугивание зверья. Применяется довольно редко, но в наличии его иметь обязательно. Помогает как против петов других хантов, так и против друидов и всевозможных целей в подземельях. По нажатию прогоняет зверя под курсором, в таргете или в фокусе. Делаем макрос и просто заменяем им стандартную способность отпугивания зверя. Макрос сейф петом. Очень узкопрофильный, однако опять же должен быть в наличии. Данный макрос будет работать только в паре с танкопетом и соответственно с вкачанными у пета способностями вмешательства и рев самопожертвования. В ПВП и для путешествий особой ценности данный макрос не имеет, а вот для соло проноса инстов, особенно в начальной экипировке, и для определенных боссов данный макрос может стать палочкой-выручалочкой. Так что сохраняем, используем по обстоятельствам. Макрос отрыв плюс-плюс. Довольно полезный и часто используемый макрос, который позволяет одним нажатием не только отпрыгнуть от цели, но при этом и повесить на цель замедление за счет подрезания крыльев. Также в момент всевозможных обездвиживаний при спаме этого макроса будет срабатывать удар ящера, что тоже очень полезно. Макрос полезный везде и всегда. И в профильном ПВП, и в путешествиях, и при зачистке самых разных инстов. Жизнь облегчает ощутимо. Пишем макрос, заменяем им стандартную способность отрыв и радуемся. Макрос на смену духов. Простенький, но очень удобный. Биндим на свободную клавишу и по одному нажатию либо включаем дракондра, либо резаем ману гадюкой. Особенно полезно в рейдах, когда нужно очень быстро подрезать ману. Перенаправление плюс. Последний макрос по охотнику. По нажатию кастует на пол, по цели, по запомненной цели, по цели или по цели под курсором. Заменяем этим макросом стандартное перенаправление и получаем максимальное удобство на пола. Ну и в довершении всего моего списка макросов, как же можно не вспомнить об одном из самых забавных и фановых макросов. Макрос на приветствие противоположной фракции. Как мы знаем, общение между Ордой и Альянсом невозможно ввиду использования разных языков. Но данный макрос позволяет написать слова приветствия, которые будут понятны туристу. Два варианта макроса для Альянса и для Орды соответственно. Нажимаем и одариваем игрока противоположной фракции своей любовью. И на этом все. Пришло время прощаться. Если было интересно или полезно, не забывайте про лайк. В комментариях делитесь своими макросами, но обязательно, чтобы они были оригинальными и рабочими. Подписывайтесь и до новых встреч у камина.